тот момент, когда Тэхён снова вышел на сцену, Чингук замер. То, что произошло дальше, не входило в сценарий, и фанаты до сих пор не могут в это поверить. Арена уже дрожала от предвкушения. Но как только экраны погасли, толпу охватила другая тишина. Это была необычная тишина. Это была тишина перед бурей, тишина, которая сигнализирует о грядущем грандиозном событии. За кулисами персонал быстро двигался, шепчась в наушники, когда начался обратный отсчет. Один единственный прожектор осветил центр сцены, и тут вышел Тэхён. Никакого предупреждения, никакого анонса, никакого вступления. Просто он. Толпа сначала не закричала. Они ахнули. Тысячи фанатов одновременно затаили дыхание, словно вся арена замерла в тишине перед тем, как наконец взорваться. Но пока публика ликовала, кто-то другой ощутил это сильнее всех – Чингук. Он находился на противоположной стороне сцены, в разгаре хореографии, уже идеально синхронизированный с ритмом, пока не нарушил его. Его голова резко повернулась к центру, к Тэхёну, словно тело отреагировало раньше, чем мозг успел это обработать. На секунду он забыл о камерах. Он забыл о хореографии. Он забыл обо всем мире. Его глаза расширились, и он даже споткнулся. Чингук, золотой макне, перфекционист, человек, который почти никогда не ошибается. Участники группы тоже это заметили. Чимин перевел взгляд с одного на другого, приподняв брови. Намджун едва не улыбнулся. Даже Юнги, обычно спокойный и невозмутимый на сцене, на мгновение замер. Тэхён ничего не сказал. Ему это было не нужно. Он просто поднял голову, одарив всех той медленной, уверенной ухмылкой, которой он славился, и энергия в зале вспыхнула, как электрический разряд. Чингук тихонько рассмеялся, на его лице явно читалось недоверие, прежде чем инстинкт снова взял верх, и он вернулся к хореографии. Но к тому времени ущерб уже был нанесен. Фанаты это видели. Камеры это запечатлели. Видеоролики уже начали вырезать. Реакция Чингука разлетится по сети в считанные минуты, и никто не был готов к тому, что произойдет дальше. Выступление продолжалось, но атмосфера полностью изменилась. Неожиданное возвращение Тэхёна было не просто сюрпризом, это была шоковая волна. Каждое его движение стало тяжелее, резче, наполненное уверенностью, которая говорила всем, кто смотрел: «Я вернулся». И я не вернулся тихо. Но пока Тэхён доминировал в центре, все взгляды постоянно приковывались к Чингуку, потому что что-то в нем изменилось. Его внимание было сосредоточено не на зрителях, не на камерах, даже не на хореографии. Оно снова и снова возвращалось к Тэхёну, словно сама гравитация изменила направление. Позже фанаты замедлили видео до скорости 0,25х и стали подмечать каждый взгляд, каждое выражение лица, каждый момент, когда маска спала с Чингука. И один из таких моментов произошел сразу после второго припева. Свет сменился с красного на темно-синий, заливая сцену прохладными тенями. Тэхён вышел вперед, чтобы исполнить сольную партию, его голос был мягким и непоколебимым. Толпа взревела, но Чингук снова замер, слегка приоткрыв губы, его взгляд смягчился так, как фанаты не видели уже несколько месяцев. Не было никакой игры, никакого представления, никакой айдол-образа. Только неподдельные эмоции, словно он увидел что-то, что, как ему казалось, он потерял. Тэхён тоже это почувствовал. Он повернул голову совсем немного, но достаточно. Их взгляды встретились под синим светом, и на мгновение мир вокруг них словно замер. Это не было сценарием. Это не было запланировано. И это определенно не должно было произойти на сцене. Участники почувствовали напряжение. Брови Чимина взлетели вверх. Хобби толкнул Намджуна. Юнги ухмыльнулся, словно знал что-то, чего не знали другие. Энергия вокруг них изменилась, едва заметно, но неоспоримо. Затем, словно вспомнив о камерах, направленных на него, Чингук оторвал взгляд и провел рукой по волосам, пытаясь стряхнуть с себя негативные эмоции. Но было слишком поздно. Запись уже велась.
Фанаты уже кричали. Временная линия вот-вот рухнет. И в тот момент, когда выступление закончилось, за кулисами разразился хаос. Когда свет погас и затихли последние ноты, Чингук первым сошел со сцены, идя быстро, почти слишком быстро, словно ему нужно было пространство, чтобы перевести дыхание. Персонал пытался позвать его, но он не останавливался. Позади него Тэхён вышел в тень закулисного коридора, молча наблюдая за удаляющейся фигурой Чингука с нечитаемым выражением лица. Что-то изменилось между ними. Что-то настоящее. Что-то, что фанаты не ошиблись, заметив. И мир даже не подозревал, что настоящий взрыв еще впереди. В тот момент, когда Чингук скрылся за тяжелыми сценическими занавесами, он почувствовал, как изменилась атмосфера. Рев арены стих, сменившись торопливыми шагами, болтовнёй персонала и тихим гулом оборудования. Но ничто из этого не остановило его. Сердце все еще бешено колотилось после того момента на сцене. Он не должен был так реагировать. Он не должен был так смотреть на Тэхёна. Не перед миллионами. Не после всего, что произошло. Чингук провел рукой по подбородку, пытаясь успокоиться, когда сотрудник крикнул «Чингук!». Прямая трансляция все еще идет снаружи. «Подожди здесь секунду». Он кивнул, не особо слушая. Все, о чем он мог думать, это внезапное возвращение Тэхёна, ухмылка, голос, его присутствие, то, как толпа взорвалась аплодисментами, словно ждала этого момента, затаив дыхание. И то, как отреагировал сам Чингук, так искренне, так по-настоящему, так мучительно очевидно. Он глубоко вздохнул. И тут он услышал это. Шаги. Медленные, неторопливые, знакомые. Плечи Чингука напряглись. Тэхён. Воздух стал тяжелее еще до того, как Тэхён успел что-либо сказать. Чингук не обернулся сразу, словно не был готов. Но Тэхён все равно подошел ближе, остановившись всего в нескольких шагах позади него. «Давно не виделись», – тихо сказал Тэхён, его голос был глубже, чем на сцене, более искренним. Чингук на секунду закрыл глаза. Из всего, что могло случиться, именно это решил сказать Тэхён. Он медленно обернулся. Тэхён все еще был в сценическом гриме, дыхание слегка неровное, взгляд неподвижный и нечитаемый. «Ты действительно выбрал сегодня?» Пробормотал Чингук тихим голосом. «Просто так появиться?» Тэхён поднял бровь. «Ты бы предпочел сообщение». «Это не...» Чингук замолчал, резко выдохнув. Тэхён внимательно посмотрел на него, заметив напряжение, замешательство, эмоции, которые Чингук так старался скрыть. И впервые с тех пор, как он снова оказался в центре внимания, уверенное выражение лица Тэхёна слегка дрогнуло. «Ты не должен был так на меня смотреть», – тихо сказал Тэхён. Чингук моргнул, ошеломленный. «Как?» Тэхён не отвел взгляда. «Как будто ты по мне скучал». В коридоре воцарилась тишина. Чингук открыл рот, но ни звука не вырвалось. В голове пронеслись мысли, отрицание, гнев, тоска, шок, все это запуталось в узел, который он не знал, как распутать. Прежде чем он успел ответить, по коридору раздались быстрые шаги. Тэхён, Чингук, интервью. Минуту. Заклинание мгновенно рассеялось. Тэхён бросил на Чингука последний нечитаемый взгляд, прежде чем отвернуться и направиться к обслуживающему персоналу. Но Чингук не двигался с места, потому что теперь было ясно одно: что бы ни произошло на сцене, это было реально, и это никуда не денется. Никто из них не знал, что кто-то все видел. Сотрудник. Камера. Утекший в сеть видеоролик, готовый взорваться в сети. И через несколько часов фандом развалится на части. Когда Тэхён и Чингук вошли по отдельности, комната для интервью уже была переполнена. Фанаты не заметят этой детали до тех пор, пока каждая секунда закулисных кадров не будет проанализирована покадрово. Но пока участники старались вести себя естественно, заполняя свои места натянутыми улыбками и отработанным профессионализмом. Интервью началось, вопросы о выступлении, камбэке,
энергии, фанатах. И все это время Чингук смотрел куда угодно, только не на Тэхёна. Тэхён это заметил. То же самое заметил и сотрудник, стоявший в дальнем углу с камерой. Ему не сказали, что Тэхён вернется сегодня вечером. Он не был готов к напряжению в воздухе и уж точно не ожидал запечатлеть на своем устройстве что-то взрывоопасное, но это случилось. Потому что, пока интервьюер задавал вопрос, который никто толком не слушал, Тэхён украдкой бросил на Чингука короткий взгляд, едва заметный, на секунду. И Чингук отреагировал. Его челюсть напряглась. Пальцы слегка сжались. Нога подпрыгнула под столом, прежде чем он снова остановился, пытаясь взять себя в руки. Камера запечатлела все. Абсолютно все. И самое худшее, никто не прекратил запись. Едва прошло 2 часа, как за кулисами воцарился хаос. Персонал метался из комнаты в комнату, телефоны непрерывно гудели, уведомления накапливались как лесной пожар. Кто-то что-то опубликовал. Сначала всего несколько ретвитов, потом сотни, потом тысячи. За считанные минуты ролик распространился по всем платформам, зернистое видео, дрожащее, явно не предназначенное для всеобщего обозрения. Но аудио и видео были безошибочно узнаваемы. Тэхён идет к Чингуку за кулисами, Чингук поворачивается к нему, запыхавшись, ошеломленный, Тэхён говорит что-то, отчего Чингук замирает на месте. А когда кадр приближается, можно увидеть выражение лица Чингука крупным планом. Откровенное. Уязвимое. Потрясённое. Подпись, которая взорвала все, гласила: «Они что-то нам скрывают». Фандом взорвался. Интернет сошел с ума. В течение часа 3 главных хэштега стали популярными во всем мире. Решетка, что произошло за сценой. Решетка, ты кук настоящий. Решетка, защитим Чингука. Фан-аккаунты публиковали аналитические статьи, видеомонтажи, замедленные разборы, предположения, споры. Некоторые фанаты кричали от восторга. Некоторые паниковали. Некоторые требовали от HYBE немедленного ответа. Компания была не готова. Персонал был не готов. А Чингук тем более. Потому что в зале ожидания Тэхён смотрел на Чингука, держа в руках планшет с просочившимся видео. У Чингука перехватило дыхание. «Нам нужно поговорить», – тихо сказал Тэхён. Чингук тяжело сглотнул. Тэхён кивнул, не как айдол, не как исполнитель, а как человек, который слишком долго ждал этого разговора. В комнате воцарилась тишина, потому что то, что они собирались сказать дальше, должно было изменить все. Зал ожидания оказался слишком маленьким, слишком тихим, слишком напряженным. Гудение кондиционера, отдаленные шаги персонала, слабое эхо толпы снаружи – все это казалось приглушенным по сравнению с напряжением, висящим между Тэхёном и Чингуком. Тэхён поставил планшет на стол. Просочившийся в сеть ролик остановился на кадре, где выражение лица Чингука выдавало все, что он пытался скрыть. Чингук избегал смотреть на него. Он не хотел сталкиваться с правдой, застывшей на этом экране, или с человеком, стоящим перед ним. Тэхён первым нарушил молчание. «Почему ты так смотрел на меня на сцене?» «Прямо. Прямо. Никакого уклонения». Грудь Чингука сжалась. «Я не». «Ты смотрел», – перебил Тэхён спокойно, но непреклонно. «Ты смотрел на меня так, будто не знал, бежать ли ко мне или убегать». Чингук резко выдохнул и, напрягая плечи, зашагал по комнате. «Ты пропал на несколько месяцев», – пробормотал он. «Ни звонков, ни сообщений, ни предупреждений. А потом ты возвращаешься перед миллионами людей и ожидаешь, что я буду вести себя так, будто ничего не произошло». Тэхён вздрогнул, незаметно, но достаточно. Чингук знал его слишком хорошо, чтобы не заметить эту едва заметную перемену. «У меня была причина», – тихо сказал Тэхён. «А я знал?» – ответил Чингук. «Потому что знание не облегчает ситуацию». Тэхён подошел ближе, голос стал мягче, но увереннее.
Ты злишься. Я был в замешательстве, поправил Чингук. И я не знал, что чувствовать. Я до сих пор не уверен, что знаю. Взгляд Тэхёна смягчился. Тогда скажи мне одну вещь. Всего одну. Чингук поднял глаза, впервые встретившись с ним взглядом после выступления. Голос Тэхёна понизился почти до шепота. Когда ты меня увидел, ты скучал по мне? Чингук замер. Дыхание перехватило. Горло сжалось. Ответ сдавил грудь. Наконец, Чингук прошептал «да». Тэхён резко вдохнул, слова ударили его сильнее, чем он ожидал. «Тогда почему ты не смотришь на меня сейчас?» «Потому что я боюсь того, что сделаю», — признался Чингук дрожащим голосом. Прежде чем Тэхён успел ответить, дверь распахнулась. Там стоял менеджер, бледный, с телефоном в руке. «У нас проблема», — сказал он с тревогой. HYB только что выпустили заявление, и это уже усугубляет ситуацию. Чингук и Тэхён напряглись. «Что они сказали?» — спросил Тэхён. Менеджер, с трудом сглотнув, прочитал строчку, которая уже вызвала всемирную бурю. Между двумя участниками нет никаких особых отношений, и фанаты неправильно истолковывают закулисное видео. Тишина. Челюсти Чингука сжались. Глаза Тэхёна потемнели. Потому что HYB не просто опровергли слухи. Они их опровергли. Их напряжение. Их связь. Их момент. И вот так все снова взорвалось.